Груз массой 1 кг положили на наклонную плоскость с углом наклона 30 градусов. Коэффициент трения между грузом и плоскостью равен 0,2. Найдите силу F для следующих случаев. Первый. Груз удерживается на плоскости. Второй. Груз равномерно перемещается вверх. И третий. Груз перемещается вверх с ускорением 2,5 метра в секунду в квадрате. Нам известна задача: груз массой 1 кг лежит на плоскости с углом 30 градусов. Коэффициент трения между плоскостью и грузом 0,2. Нужно найти силу, которая удерживает этот груз в трех случаях. Первый случай, когда груз просто удерживается на плоскости. Второй, груз равномерно перемещается вверх. И третий, груз перемещается вверх с ускорением А равно 2,5 метра за секунду в квадрате. Но нужно найти три силы. Первая сила F, которая равномерно перемещает груз. Вторая сила удерживает. И третья сила ускорение. И вот лежит груз. Сразу отметим его вес, перпендикулярен горизонту. Проведем разложение вот этого вектора веса на две составляющие. Одна составляющая, которая будет перпендикулярна плоскости, вторая, которая будет параллельна плоскости. Разложение именно этого веса очень детально рассмотрено в задаче 003-020. Там геометрически доказано, что этот угол альфа и этот угол альфа, они одинаковые. Обозначим это как вектор n, а это обозначим как вектор f. Видимо, там сразу на этом рисунке вектор n давит на плоскость. Реакция плоскости будет компенсировать это давление, потому что в этом случае груз просто провалился. А вот эта составляющая вектора p, которую мы разложили, будет груз это двигать вниз. Из этого треугольничка мы сразу определяем значение вертикальной составляющей и горизонтальной составляющей, как разложится этот вектор p, вектор веса. Итак, вектор n из этого прямоугольного треугольника, это прилежащий катет к углу альфа, будет равен n равно p умножить на косинус альфа. Так и напишем: n равно p умножить на косинус альфа. Естественно, вектор, который параллелен плоскости, это будет p на синус альфа. Для того, чтобы убедиться в том, что действительно это будет так, еще раз обращаем внимание, просмотрите 003-020. Там детально рассмотрено, почему именно этот угол будет равен вот этому. Судя по этому рисунку, если бы не было никакого трения, просто тело двигалось бы вниз. Но видно, что вектору F будет противодействовать F3. Но не всегда сила трения будет равна силе F. Поэтому надо будет еще дополнительно сюда добавить какую-то силу, назовем ее F удерживающей, которая будет дополнительно удерживать вместе с силой трения, будет противодействовать силе, которая будет сдвигать это тело вниз. Так мы можем записать о том, что вот эта сила F удерживающая добавить F трения равно вот этой силе F, которая сдвигает тело вниз. Поскольку F нам известно, вот это P на синус альфа. F трение, запишем его отдельно, она зависит от составляющей n и будет равна μ, что множится на n. Или сразу можно подставить значение, сюда будет μ и на P на косинус. Для того, чтобы вот эту силу удерживающую найти, первый случай, когда тело просто удерживает. Сила, которая оказывается, что трение недостаточное, поэтому нужно сказать сила удерживающая, прибавить силу трения, чтобы она была равна той силе, которая пытается сбросить этот груз с этой наклонной плоскости. Итак, F удерживающая плюс сила трения будет равно F вот это. Записываем о том, что F удерживающая тогда равна просто F минус F трения. Она будет небольшая, в сумме две силы могут компенсировать одну. Итак, можем записать о том, что F удерживающая равно. Давайте поставим сюда значение. Это первый у нас случай, когда заменим F, вот оно, F трение, вот. Итак, записываем F P на синус альфа минус F трение минус μ умножить на P, что множится на косинус альфа. Выносим P за скобки, получаем, что синус альфа минус μ косинус альфа. Или равно, вместо P подставляем значение. А P, кстати, масса известна, поэтому P у нас будет равно, запишем это тоже сверху, P равно масса умножить на G. Итак, m на G и в скобках синус альфа минус μ косинус альфа. Будет дополнительная сила к силе трения для того, чтобы удержать вес, который вот эта составляющая пытается сдвинуть вниз. Давайте подставим сюда значение 1 кг, что множится на 9,8 метра за секунду в квадрате. Здесь синус альфа, синус 30 градусов, 0,5. Отнять 0,2, это μ, умножить на косинус. А косинус 0,866 будет равно 3,2. Поскольку это безразмерная величина, значит килограмм на метр на секунду в квадрате, это не что иное, как ньютон. Получили 3,2 ньютона для того, чтобы удерживать вот в этом положении. Сила удерживания плюс сила трения, и она работает в противовес к силе скачивания, силе F. Второй случай, когда равномерно движется вверх тела, эта сила равномерного движения, F равномерно, будет равна чему? Во-первых, она должна
против этой силы действовать, и еще против силы трения. В данном случае, когда тело движется вверх, эта сила трения будет действовать в противоположном направлении. Если мы напишем сюда, вот здесь движется сила F равномерная, значит, эта равномерная сила должна преодолевать силу трения, которая в данном случае будет направлена в противоположную сторону, и плюс сейчас сила скачивания, вот эта F. F равномерная будет равна F трения, прибавить F. Подставляем те значения, которые нам теперь здесь известны из предыдущих записей. F трения и сила F нам понятна. F трения это μ на P на косинус альфа плюс P умножить на синус альфа. Приносим P за скобки, получаем, как раньше, синус альфа. Только теперь уже не минус, а плюс μ косинус альфа. Потому что сила трения поменяла направление. Она сейчас работает в содружестве с этой силой. Она задерживает движение вверх. А поскольку тело движется равномерно, тогда эта сила трения равна сумме этих двух сил. И так получаем значение умножить на g и умножить на синус альфа плюс μ на косинус альфа. Подставляем известные значения. Итак, сила для равномерного движения будет равна mg. Ей 1 кг на 9,8 метра за секунду в квадрате. А здесь у нас будет 0,5 прибавить 0,2, что множится на вот этот косинус, на 0,866. Равно, если это мы все перемножим, мы получим такое значение. Где-то 6,6 килограмм на метр и на секунду в квадрате. Либо 6,6 ньютона, потому что вот это килограмм на метр на секунду в квадрате с ньютона. Рассмотрим третий случай, когда сила будет предложена такой величины, что тело будет двигаться с ускорением. Если тело движется с ускорением, что против этой силы будет действовать? Опять же будет сила трения действовать, потому что трение направлено в эту сторону, и вот эта сила. Если мы от FA, который будет с ускорением, отнимем сумму этих двух сил, F плюс F трения, мы получим что? Мы получим m умножить на a. Ускорение известно. FA будет равно. Переносим это в эту сторону. Получаем m умножить на a и плюс f прибавить f3. Можем опять открыть это все. m умножить на a прибавить mg синус альфа плюс μ mg косинус альфа. Можем m вынести за скобки, что мы получим a прибавить g синус альфа плюс μ на g на косинус альфа. Итак, подставляем сюда значение. 1 килограмм. А это у нас получается 2,5 метра за секунду в квадрате. Здесь у нас везде g существует. Плюс 9,8 метра за секунду в квадрате. Умножить на синуса на 0,5 плюс 0,2 это μ, что множится на g на 9,8 метра за секунду в квадрате. И на косинус 0,866. Смотрите, m на секунду в квадрате можно вынести везде. Получим тоже в ньютонах все. Если мы все это перемножим, получаем 9,09 килограмма на метр на секунду в квадрате. 9,09 ньютона. Можно записать, что F удерживающий. Первое напишем, будет равно 3,2 ньютона. F равномерное движение вверх равно 6,6 ньютона. А F с ускорением FA должна быть равна 9,09 ньютона. Еще раз повторим те этапы, которые мы проходили. Для того, чтобы равномерно удерживать силу скачивания, против нее действует сила трения. Но иногда вот эта сила, которая скачивает тело вниз, она больше, чем сила трения. Поэтому нужно дополнительно какую-то силу приложить. Две вот этих силы тогда будет равна вот этой силе. То есть это первый случай. Второй случай, когда равномерное движение. В этом случае сила трения действует в противоположном направлении. Равномерная будет равна сила трения прибавить силе, которая скачивает. Отсюда тоже получаем значение. Ну, естественно, когда идет ускоренное движение вверх, тогда мало того, что сила трения плюс сила скачивания действует в противоположном направлении, так эта сила настолько больше, что мы получаем разницу еще в силе ускорения. Поэтому силу ускорения МА подставляем, получили значение 9,09.